Сон Кихун – это не герой, это антигерой современного типа, олицетворение раздавленного человека в капиталистическом обществе, которое ставит эффективность выше человечности. Его психологический портрет – это разваливающаяся личность, которая пытается сохранить остатки достоинства, но каждый раз сталкивается с тем, что доброта не валюта в мире, построенном на выживание. Первая стадия трансформации Кихуна – это история падения человеческой личности в условиях крайней моральной деструкции. Он не становится чудовищем, но вынужден прикоснуться к собственной тьме. Его пробуждение начинается не тогда, когда он выигрывает, а когда понимает цену этой победы. С этого момента он уже не просто человек, сбежавший из игры, он носитель памяти о ней, и это станет точкой входа во вторую часть его психологического пути – путь мести, искупления или окончательной утраты себя. Первая часть доступна на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и давайте продолжим. Сон Кихун, выживший после кровавой игры, покидает ее не как победитель, а как человек, прошедший через экзистенциальную катастрофу. Во втором сезоне он возвращается на арену, но теперь уже не как пассивный участник, а как тот, кто выбирает вернуться не ради денег, а ради разрушения. Однако это возвращение обнажает гораздо более сложную психологическую правду. Кихун теперь человек на грани между местью и утратой себя. После победы Кихун полностью парализован внутри, его жизнь замирает, он не тратит деньги, не восстанавливает отношения с дочерью, не возвращается к работе. Он не живет, он существует в анабиозе. Это типичная картина посттравматического стрессового расстройства. Эмоциональное онемение, избегание прошлых связей, подавление реакции, отказ от социального функционирования. Но в его случае этот ПТСР не только реакция на насилие, но и на внутреннее моральное предательство. Кихун был вынужден предать, лгать, быть жестоким, чтобы выжить, и теперь живет с последствиями этих решений. Он не может принять самого себя, и именно поэтому он не может начать новую жизнь. Деньги не спасают, потому что его психика осталась на поле игры. Поворотным моментом становится его разговор с Ил-Намом, стариком номер 001. Разоблачение того, что игра была создана ради развлечения богачей, обнажает Кихуну суть происходящего. Человеческая жизнь просто продукт, а страдания – форма шоу. В этот момент Кихун переживает второе пробуждение. Первое было выжить и не сойти с ума. Второе – осознать, что он был пешкой в системе, а не просто жертвой обстоятельств. Это осознание дает ему энергию, а он впервые с момента победы начинает действовать. В этом действии ключ. Его боль, вина, стыд и ярость трансформируются в цель. Он больше не бежит, он разворачивается и идет навстречу опасности. Но важно понимать, это не просто жажда справедливости, это отчаянная попытка вернуть себе душу, искупить грех молчаливого участия. Сон Кихун теперь не тот человек, которым был, его внешность меняется, покраска волос в ярко-красный цвет, визуальный маркер внутренней революции. Его поведение становится более сдержанным, расчетливым, холодным. Он больше не позволяет себе слабости. Это метаморфоза из жертвы в противника. Но с психологической точки зрения это крайне опасный переход. Он подавляет эмоции, отрезает себя от прошлой жизни. Он начинает мыслить категориями системы, против которой борется. Он встает на путь, где борьба может превратить его в то, с чем он сражается. Таким образом, его борец за справедливость не герой в традиционном смысле, а человек, идущий по грани, балансируя между светом и тьмой. Его действия продуктивны не только праведным гневом, но и психологическим крахом, внутренним разломом, из которого он пытается выстроить новый смысл. В первом сезоне Кихун символизировал архетип простака искреннего, наивного человека, оказавшегося в аду. Во втором сезоне он все больше приобретает черты мстителя, искупителя, а возможно и разрушителя. Его путь теперь – это борьба не за себя, а за идею.
Но здесь кроется трагедия. Он по-прежнему не исцелен. Он не отпустил боль, не проработал травму. Его борьба – это способ выживания души, а не путь просветления. Он не простил себя, не восстановил связь с дочерью, он не вернулся к жизни. Он просто перенаправил разрушение наружу. Психологически он опасен как для себя, так и для врагов. Он готов переступить границы, потому что сам был свидетелем того, как границы исчезают под лицемерием власти. Во втором сезоне, несмотря на внешнюю динамику, борьба с организаторами игры, главная внутренняя линия Ки-Хуна – это борьба с самим собой. Станет ли он зеркалом системы, которую ненавидит? Сумеет ли он сохранить остатки человечности, не повторяя путь Илнама? Спасет ли он себя или только разрушит то, что его окружает? Его месть – это маска боли. Разрушение игры – это, возможно, последняя попытка найти смысл в пережитом кошмаре. Но чем ближе он к цели, тем сильнее риск, что он потеряет самого себя окончательно. Сон Ки-Хун во втором сезоне – это не просто герой сопротивления, это травмированный человек, одержимый идеей исправить мир, который его сломал. Его психологический путь – это не восстановление, а переформатирование личности. От наивного проигравшего к человеку, идущему против всей системы. Но и за его решимостью прячется все та же боль, то же одиночество, та же вина. Ки-Хун – это воплощение вопроса, можно ли победить зло, не став частью его механизма. Или, как говорил Ницше, кто сражается с чудовищами, сам должен остерегаться, чтобы не стать чудовищем.